Херобрина не существует. Или все же существует? Ладно, не буду разгонять все это снова. Чуть больше года назад я уже разложил все по полочкам в этом видео. Советую посмотреть. Сегодня же я хочу вам рассказать не про что иное, как From the Fog. Своеобразный феномен, который заставляет игроков Майнкрафта в ужасе покидать свои миры и больше никогда не заходить в них. Ладно, возможно, я утрирую. На самом же деле From the Fog — это шикарный датапак или мод, который добавит того самого Херобрина из тех самых крипипаст, что вы читали в интернете. При этом сделает он это совсем не топорно, а как раз так, чтобы кровь в жилах стыла. Ладно, давайте обо всем и по порядку. Как я сказал раньше, From the Fog может быть установлен в виде мода или как датапак. Своим наполнением они ничем не отличаются, зависит только от удобства самой установки. После того, как игрок установил его, мир не кажется каким-то странным, но это только на первый взгляд. Весь ужас начинает идти после третьего дня. Почему именно третий день? До конца не ясно, но скорее всего за эти 3 дня игрок уже успеет добыть нужные ему ресурсы, а также построить минимальные убежища. До третьего дня вы будете жить спокойной жизнью, лишь изредка встречать странные структуры, всего их есть 10 штук. Среди них можно найти безлиственную рощу, это своеобразный лес, состоящий из деревьев без листвы, в основном это дуб и береза. На этих деревьях можно встретить факела из редстоуна. Срубленные деревья, да, это тоже считается за структуру. Всего их есть 4 вида: акация, береза, дуб и сосна. Большие срубленные деревья по типу темного дуба, тропического дерева и так далее вы не встретите, возможно, добавят в будущем. Пирамида из замшелого булыжника, одна из самых типичных построек, которые оставлял Херобрин почти во всех крипипастах. Пирамида из песка в океане. Если честно, я ни разу не слышал, чтобы Херобрин такое оставлял именно в каноничных крипипастах, но, возможно, это нововведение от самих разработчиков. Пирамида из песка. Это как раз тоже типичная постройка. Она отличается от предыдущей своим размером, а также положением. След из редстоун факелов. Время от времени по всему миру вы будете видеть несколько факелов, которые расставлены в ряд. В целом я встречал только 3 факела. Факел в пещере. В файлах игры эта структура так и называется. Это небольшая пещерка размером примерно 6 на 10 блоков, в центре которой находится один редстоун факел. Также есть еще ровно 3 вида тоннелей. Темный тоннель размером 2 на 1 блок, точно такой же, только с редстоун факелами, и третий, последний, размером 2 на 2, иногда может быть с факелами, иногда без. Все эти структуры, кроме огромной пирамиды из песка в океане, каноничны для истории про Херобрина. Опять же, не исключая вариант того, что я просто упустил момент, где фигурировала такая огромная пирамида. То есть все эти структуры игрок может встретить еще в самом начале игры. После третьего дня начинается веселье. Первое, что вас ожидает, это стояние за вами. Время от времени Херобрин будет появляться позади и смотреть на вас. Заметить его трудно, но если резко развернуться, то заметите его. Он вам ничего не сделает. Затем он будет вести наблюдение. Если вы будете достаточно внимательными, то недалеко от границы вашей прорисовки будет появляться Херобрин и просто смотреть, что вы делаете. Как только вы к нему попытаетесь подойти, он будет пытаться скрыться от вас. В игре есть, скажем так, небольшое усложнение. Если вы построите каноничный тотем призыва, то Херобрин будет появляться намного чаще. Чтобы его построить, вам понадобится 9 золотых блоков или замшелых булыжников, 4 редстоун факела, а также незерак. Чтобы активировать его, вам понадобится поджечь незерак. После этого он начнет действовать активней. Еще один неприятный момент: он будет издавать звуки приближения к вам. Первый раз я это услышал, когда рылся в сундуке, и действительно немного испугался. Не ожидал просто того, что он может подбежать ко мне. Естественно, я его не увидел и вряд ли увижу. Тут, скорее всего, просто воспроизводится звук ходьбы. Следующее, что меня поразило, это краш игры. Как это работает? После того, как Херобрин появится, нужно как можно быстрее подбежать к нему и попытаться его ударить. После этого сработает какой-то лаг, экран игры потемнеет, и Майнкрафт попросту перестанет отвечать на какие-либо действия. В конце Windows покажет ошибку Java. Как они это сделали? Я понятия не имею. Но это прям очень круто. По умолчанию это отключено в конфигурации мода. Затем, время от времени, деревянные двери могут сами по себе открываться и закрываться, особенно когда вы находитесь недалеко от них. Одной из самых неприятных вещей — это поджог вашей базы. Это тоже по умолчанию отключено. С небольшим шансом Херобрин может поджечь блоки возле вашей кровати и таким образом устроить пожар. Можно уберечься от этого, построив дом из негорящих материалов. Следующее, что он сделает, уничтожит ваши факела. Подмечу, что не все факела, а лишь их небольшую часть. Некоторые останутся висеть на своих местах. Скорее всего, уничтожение происходит также путем анализа вашей кровати. Когда вы будете ложиться спать, то игра будет постоянно говорить, что возле вас находятся монстры. При этом монстров нигде не будет видно. Это тоже проделки Херобрина. Таким образом, вы не будете видеть его, но знать, что он где-то рядом. Еще одна неприятная фишка — это замена факелов и фонарей. Иногда вместо уничтожения всех этих блоков Херобрин наоборот попытается заменить их на зловещий аналог. То есть обычные факела на редстоуновые, а фонари на фонари душ. Вдобавок, если у вас есть зажженные свечи, он тоже их потушит. Заменять их не на что, но это как-то обидно с
с его стороны задавать свечи на тортике, не в его день рождения. Одно из самых жутких вещей — наблюдение сквозь окно. Это до чертиков пугает. Вы сидите у себя дома, что-то делаете и случайно замечаете, как он смотрит на вас. При этом он ничего не сделает, даже пальцем вас не тронет. Но как только вы отвернетесь, он тут же исчезнет. Возле вашей базы или там, где вы очень долго находитесь, вы можете встречать жуткие таблички с разными надписями. По умолчанию они будут написаны на том языке, на котором вы играете. Но в настройках можно выбрать как бы зашифрованные послания. На самом же деле текст просто будет написан на шведском языке. Но в целом надписи вызывают беспокойство. Херобрин не такой уже плохой. Он может оставить вам приятные подарки в сундуке. На самом же деле они называются ужасающие дары. К слову, это не я придумал. Если вы думаете, что там будут алмазы и золото, то спешу вас огорчить. Там будут редстоун факела с надписью «Помоги» и «Я тебя вижу», 11-я плотинка с надписью «Ты не один», замшелый булыжник и гнилая плоть. Не самые лучшие подарки, но на безрыбье и рак-рыба. Есть еще кошмары от Херобрина. Иногда, когда игрок будет ложиться спать, перед ним может появиться Херобрин, будто бы вызывая у игрового персонажа сонный паралич. Когда я впервые это увидел, то отложил один кирпичик. Предпоследнее, что он будет делать, это поджигать обратно огонь на своем тотеме. То есть, если вдруг вы или дождь потушит огонь, то Херобрин подожжет блок Незарака обратно. Последнее, самое неприятное, это дух мертвого шахтера. Когда вы будете находиться в пещере довольно долго, Херобрин может прийти к вам и начать копать блоки возле вас. Вы даже можете его заметить. Очень жутко. В пещерах иногда без Херобрина бывает страшно, а зная, что он где-то рядом, только повышает градус ужаса. К слову, можно даже выбрать скин Херобрина. Всего их есть 25 штук. Обычный, классический, черноглазый, Entity 303, Glitch, Null, Lunar Eclipse, это название команды, которая создала этот мод, Призрак, Зомби, Нуллифицированный, Безликий, Искаженный, Алекс, Лик, из клипа Fallen Kingdom, Зараженный Скалком, Незербрин, Странник Далеких Земель, Безголовый, Дровосек Джек, Улыбчивый, Мрачный Жнец, Белые Глаза, Белая Тыква из игры Story Mode. Если ничего из этого списка вас не привлекает, можно использовать пользовательский скин. Загрузить можно целых 5 штук. У этого мода есть свои уникальные достижения. Это очень странно, но по умолчанию они отключены. Нужно их включить в конфигурации мода. Всего их есть 23 штуки. Из тумана. Автоматически выполняется после включения в конфигурации. Есть целых 5 достижений, связанных с количеством прожитых дней в Майнкрафте с этим модом. 3 дня, 10 дней, 50, 100 и 200. Я точно в одиночной игре. Для этого нужно встретить любую структуру из этого мода. Не помню, чтобы я это делал. Нужно найти любое срубленное Херобрином дерево. Лава тут ни при чем. Нужно найти безлиственную рощу деревьев. Я туда не ногой. Нужно найти вырытый Херобрином туннель. Кто это сюда положил? Должны получить ужасающий дар от нашего переследователя. Оно общается. Для этого нужно получить дар от Херобрина с какой-то надписью. Свет в темноте. Может получить только один игрок с ником Librarian. Буквально крутой. Точно как и предыдущий может получить только игрок с ником Comical Bonzo. Что же ты натворил? Нужно построить тотем Херобрина. Это не корова. Нужно увидеть Херобрина впервые. Все в порядке? Нужно услышать, как прирученный волк скулит от присутствия Херобрина. Это что было? Нужно увидеть Херобрина, который копает что-то в шахте. К черту тебя, это мое! Нужно забрать редстоун факел в пещере. Просто плохой сон. Херобрин должен прийти к вам, когда вы ложитесь спать. Позади тебя. Нужно впервые увидеть скример. Что? Нужно увидеть танцующего Херобрина. Он наблюдает. Можно выполнить, когда Херобрин впервые будет следить за вами. Как я сказал раньше, у этого мода или датапака есть тонкая настройка через конфигурацию. Для этого нужно ввести особую команду в чат. /function from the fog _admin/config. Вы можете спокойно настроить каждый аспект Херобрина. Подмечу, что сделана настройка очень красиво и удобно. Всего есть 6 страниц, которые с легкостью можно переключить при помощи зеленой полоски внизу. В самом начале мы можем отключить начало переследования игрока или выбрать количество дней, через которые Херобрин начнет пугать игрока. Как я говорил раньше, у нас есть некоторые механики, которые отключены по умолчанию. Например, поджог базы. Именно здесь вы можете включить этот параметр. К слову, очень хорошо, что он отключен. Не думаю, что все игроки готовы распрощаться со своим домом. Затем то, что я говорил. Выбор скина. Нажимайте на иконки голов и выбираете нужный вам скин. Либо же можете выбрать персонализированный скин, например, свой или своего друга. Что мне понравилось, это выбор языка. Если включить скрытый язык, он будет оставлять таблички на шведском. Есть возможность отключить скример, он появится, если слишком близко подойти к Херобрину. Но тогда, если вы включите краш игры, то ничего срабатывать не будет. Есть еще оригинальный тотем. Это возможность включения молнии при призыве Херобрина. Как по мне, этот параметр должен быть всегда включенным. Это ведь канон. Можно также включить имя над головой. Это даст возможность появления каноничного никнейма сверху над головой Херобрина. Или можно включить шифрованное имя. Тоже симпатично выглядит. Как я говорил, можно включить достижения, которые почему-то по умолчанию отключены. Последняя опасная настройка — контроль. Когда вы отдаете все в руки Херобрину, тогда он сможет менять каждый параметр мода, как ему вздумается. Очень удобные и тонкие настройки мода. Каждый спокойно сможет выбрать то, что ему по душе. From the Fog — это прекрасный пример того, как нужно оживлять
повторять классику. Herobrine все же неотъемлемая часть истории становления Майнкрафта как игрового феномена, поэтому настолько чуткое внимание к деталям и дало свои плоды в популяризации этого мода. Все ссылки, как всегда, в описании. Качайте, играйте и наслаждайтесь. Подписывайтесь на этот канал, на Telegram, ставьте лайки и пишите, играли ли вы с этим модом. Посмотрите вот эти видео, они тоже интересные. Еще услышимся, ведь мы открываем Майнкрафт по-новому.